Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об умных часах Huawei Watch 4. Huawei Watch 4 Pro уже были на канале, Watch Ultimate уже были на канале, посмотрите на них обзоры. И четверка особо от 4 Pro не отличается, только в первую очередь ценой. Но почему я сейчас делаю вход в 4 Pro? Я рассказывал, какие они подлецы Huawei, что они обманули с сахаром. Сахар в крови эти часы в Российской Федерации у вас считать не будут. По поводу ультимейтов я не раз повторял и в ролике скажу, что, наверное, находясь в Европе, когда ты покупаешь это за 90 с лишним тысяч, уже за 100 тысяч рублей эти ультимейты, смотреть на то, как в России стоят 45, странно, а в России за 45 ты думаешь, а какая же у них тогда себестоимость, и за что я должен переплачивать? За то, что я должен быть дайвером? Как много дайверов у нас? Но не об этом рассказ. Рассказ про то, что на данный момент, учитывая курс доллара к рублю, сегодня, на момент издания ролика, я спойлерну, если ничего не поменялось в ритейле с ценником. Все слова, что вы слышали по поводу тех часов в ролике, если они еще остались в стоке по старым ценам, они не имеют никакого значения, потому что в рублевом эквиваленте, за какие деньги они продаются у нас в ритейле сегодня, это выгодно. Это хорошо, и в принципе, можете меня не слушать, рекомендовать я их могу, если курс не упадет. Но вы же покупать их будете сейчас, правильно? Потому что если посмотреть, сколько это все дело стоит на различных площадках и конвертировать, становится, конечно, слегка грустно. Но не об этом все равно рассказ. Рассказ про то, что Huawei сделала часы, которые не сильно отличаются от третьей версии. Если вы на третьей версии, вы можете посмотреть этот обзор, я буду вам безумно благодарен, но ничего нового вы не получите. Да, там чуть-чуть тоньше, чуть-чуть больше экран. Но, допустим, в четверке нет сапфирового стекла. Что это значит? Что у вас они будут довольно быстро царапаться. К слову, сапфировое стекло, по моему опыту, нескольких лет использования как раз умных гаджетов, помогает. Все функции и результаты тестов вы увидите сейчас. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в такой же упаковке, как и 4 Pro. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство без пинов. Но Cradle не съемный, а было время, когда Huawei поставляли смарт-часы со съемным Cradle. И согласитесь, это было удобно. Весят смарт-часы 75 граммов, а габариты составляют 46 на 54 на 13 мм. Ремешок быстросъемный на 22 мм, стандартно. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к часам от Huawei. Полетели. В продаже на данный момент имеется только черный вариант расцветки. Дизайн смарт-часов особо от дизайна Huawei Watch 3 не отличается по мне, хотя они в рекламе рассказывали, что они намного тоньше, больше экран. Корпус смарт-часов выполнен из нержавеющей стали, сборка хорошая в целом, как и материал, если не сказать отличная. Ремешок выполнен из фтороэластомера, а охват запястья от 140 до 210 мм. Застежка классическая, выполнена из металла. Смарт-часы легкие и удобные, во время сна лично мне они дискомфорта не доставляли, как и при повседневном использовании. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. На корпусе расположили область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик температуры, датчик измерения глубины, оптический датчик сердечного ритма, барометр, компас, датчик освещенности и датчик ЭКГ. Микрофон и динамик на борту. Справляются они со своими задачами хорошо. С eSIM дела обстоят так же, как и в 4 Pro. На данный момент спокойно можно подключить eSIM от МТС и Тинькова, может быть еще от чего-то. При входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим или отвечать на них. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно не только смайликами или заготовками, но и печатая текст, используя клавиатуру. Голосовой ввод по-прежнему не поддерживает русский язык, длинный текст необходимо дочитывать на смартфоне и фотографии в уведомлениях не отображаются. Вибромотор хороший, топовый и настраиваемый. Далее на корпусе есть две механические кнопки. Верхняя кнопка колесика предназначена для включения-выключения устройства, для перехода в меню и возврат, а также двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложениям. Прокручивая ее, можно перемещаться по
интерфейсу. Ниже расположили кнопку, которая в стоке отвечает за переход к 3 избранным приложениям, которые можно настроить под себя. Летим дальше. С фронтальной части Huawei Watch 4 находится AMOLED-экран LTPO на 1,5 дюйма. Максимальная частота обновления экрана 60 Гц, но экран не покрыт сапфировым стеклом. Разрешение экрана 466 на 466 пикселей, плотность пикселей 310 ppi. Рамки минимальные, экран не закругленный, как у 4 Pro, и безеля нет. В солнечный день яркости достаточно. Автояркость на борту, работает она корректно. Спящий режим максимум 5 минут, а также есть авторежим. Функция, при которой экран не гаснет, можно настроить до 20 минут. Always on Display на борту, стиль AODA зависит от циферблата. В стоке на самих часах есть интерактивные циферблаты с планетами, кастомные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям, анимированные циферблаты. Ко всему есть магазин с циферблатами, и любое фото поставить на заставку можно. Ко всему можно установить фрагмент из видео на заставку. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения. Для блокировки смарт-часов также можно завести шестизначный пароль и включить функцию для блокировки устройства, если оно не надето на запястье. При поднятии запястья экран загорается моментально, также можно выставить, что именно будет загораться, Always on Display или главный экран с циферблатом. В настройках можно обнаружить настройку рабочего стола, карточек, специальные возможности, режим не беспокоить, спящий режим, блокировка смарт-часов, а также из полезного можно сортировать меню, воспользоваться фонариком или функцией продувки динамика и не только. По свайпам с главного экрана все стандартно. Сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, но вот регулировки яркости нет, за что минус. Снизу вверх уведомления, слева направо Assistant Today, а справа налево виджеты. Меню обширное, в нем есть все то же самое, что и в 4 Pro. Но не забываем, что Huawei предоставили App Gallery, в котором приложений становится все больше и больше. Ко всему, сторонние приложения также устанавливаются. Пусть иногда через костыли, но все равно, к примеру, можно установить MirPay. Но NFC-модуль, который установлен в этих смарт-часах, на данный момент работает в России некорректно. В обзоре на Huawei 4 Pro вы можете увидеть комментарии пользователей, у которых не все волшебно, и комментарии продавцов, у которых все великолепно. Почитайте, будет интересно. Операционная система Harmony OS версии 3.1, скроллинг плавный, интерфейс изредка подлагивает. И по большей части это из-за новой версии ПО. Уверен, что они допилят, но очень странно. Версия Bluetooth 5.2 почему-то не 5.3 за эти деньги. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, а вот нагрудный датчик Polaris 10, как и к 4 Pro, у меня подключать не получается. Хотя вполне возможно, просто не тот протокол. Слушать музыку можно через приложение Player, как онлайн используется LTE, также можно загрузить музыку прямо на сами смарт-часы и слушать с них. Смарт-часы поддерживают Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, тренировок на борту большое количество, разумеется, автоматическое определение тренировок есть, отслеживание плавания есть и не только, GPS-навигация, разумеется, также имеется. Часы местоположения определяют около 5 секунд, тренировка на велосипеде с маршрутом в 15 километров, смарт-часы записывают неплохо, отклонение от маршрута 2-3 метра. Загружать маршрут на сами смарт-часы нельзя, как в 4 Pro, во время тренировок можно воспользоваться функцией обратный маршрут и возврат под прямой. Тренировка может работать в фоновом режиме, мониторинг здоровья такой же, как и у 4 Pro, можно измерять температуру кожи, измерять пульс СПО2, уровень стресса, мониторить сон, измерять все показатели одним нажатием. Для развития здоровых привычек есть клевер здоровья, напоминания, дыхательные тренировки, измерение атмосферного давления, измерение высоты, анализ пульсовой волны и аритмии, измерение КГ и диагностика артериальной жесткости. Напоминаю, что измерение уровня сахара в крови есть только в китайской версии смарт-часов, и то это, как говорится, вилами по воде. Это не медицинский прибор, и зачем вводить в заблуждение такое количество диабетиков по всему миру, я не знаю. Мне кажется, это плохо и очень сильно неправильно делать хайп на таких вещах. Базовые измерения здоровья мониторятся хорошо, все измерения смарт-часы проводят вручную или автоматически. Конечно, я не советую опираться на данные, которые получаются вследствие использования ЭКГ и подобных функций, только для справки и только здоровому человеку, чтобы поулыбаться. Почему? Потому что, опять же, все эти функции работают исправно там, где есть сервисы. Поэтому помним, что это маркетинг, реклама. Емкость аккумулятора 530 мАч, смарт-часы поддерживают быструю зарядку и заряжаются они в среднем за 45 минут. Также данные смарт-часы можно зарядить от любой беспроводной зарядки стандарта Qi и даже от смартфона, который использует реверсивную зарядку. По моим тестам, в стандартном сценарии использования со всем мониторингом здоровья без eSIM и без Always On Display, но с 1-2-часовой тренировкой 50% заряда мне хватило на 2 суток. Полностью они разрядились за 4 суток. Далее, водонепроницаемость класса 5 атмосфер. Для примера, я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло. Разумеется, с ними можно плавать, многие ходили в сауну и при плюс 20 по отзывам уже на форумах. Но я этого делать, разумеется, не советую. Если говорить о суперчасах, напоминаю, что у Huawei есть Ultimate, обзор на них на канале. Вот в них можно дайвингом заниматься. Хотя, опять же,
в баню я бы не советовал, а потом в прорубь. Данная модель может работать как с iOS, так и с Android устройствами. С iOS, разумеется, много чего обрезано. Приложение Huawei Здоровье нужно скачать, отсканировав QR-код на коробке. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, настройку мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, App Gallery, настройка уведомлений, поиск устройства, будильник, погода, управление eSIM, редактирование быстрых ответов и кошелек. Также есть возможность включить рабочую функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Минусы: как в 4 Pro отсутствие измерения уровня сахара в крови в глобальной версии смарт-часов, хоть и по моему мнению это бесполезная функция. Также к минусам можно отнести бесполезный NFC-модуль, так как без костылей его не завести для оплаты, а через костыли все работает некорректно. Не отображаются фотографии, в уведомлениях нельзя подключить нагрудный датчик, во всяком случае Polar. Да и в целом минусов вы и так в курсе, что достаточно. Неприятно, что подлагивают, непривычно это для Huawei. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Огромное спасибо всем, кто посмотрел данный ролик, и отдельное спасибо тем, кто еще и комментарии с колокольчиком оставил. Знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую. Умные часы Huawei Watch 4 дорогие на данный момент смарт-часы, которые, как по мне, не до конца оправдывают свою стоимость. С одной стороны. С другой стороны, учитывая, как курс взлетел, а ценники остались пока на месте, может быть, их и выгодно покупать, как я и говорил в начале. Да, Huawei обновили ПО, да, много чего пофиксили, добавили клавиатуру, установили хороший экран, но несмотря на это, я считаю, что все-таки в долларах это дорого. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайс сюда, особенно когда чуть-чуть просядет ценник. Добра и удачи вам, дорогие друзья.